Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу показать вам свои новые ванильные парфюмы. В предыдущем видео я вам рассказывала о своих ароматах с нотой ванили и также спрашивала рекомендации. Большое вам спасибо. Я все записала в отдельную тетрадочку. С некоторыми я даже познакомилась и кое-что запланировала себе купить в виде отливантов там или тестеров. Ну а в этом видео я хочу показать вам то, что я приобретала в поездке. К сожалению, не все из этих ароматов можно купить у нас в стране. Я даже думала, показывать вам их или не стоит. А потом я посмотрела, что, в общем-то, вы смотрите меня из разных стран. Во-вторых, я вижу, что есть онлайн-магазины, которые их предлагают, и уж совсем такого прям железного парфюмерного занавеса нет. Ну и знаете, я думаю, что рано или поздно эти парфюмы у нас появятся на прилавках. Я объясню почему, потому что некоторые из них сейчас очень популярные, очень раскрученные, поэтому давайте все посмотрим. Поэтому, если вам интересно, обязательно оставайтесь. Первый аромат, который хочу показать, называется Vanilla 28 от бренда Kayali или Kayali. Вот так он выглядит. Вот я храню его вот так. То есть мне кажется, что это очень классная идея, когда вы можете пользоваться парфюмом прямо из упаковки. Да, есть Kilian с их красивыми коробочками или Amouage с их постаментами. Но вот такая история мне тоже очень нравится. У меня 50 мл. Сама жидкость очень темная. Это самый сейчас раскрученный и популярный ванильный аромат, о котором говорят во всем мире без преувеличения. То есть все самые топовые блогеры из Америки, Австралии, Франции, Германии, я могу долго перечислять страны, так вот они все говорят о том, что вот этот аромат это лучшая ваниль. Ну просто вот ваниль ванилевна, мир стал другой после появления этого аромата. Я еще так подумала, почему такой хайп? Да простите мне это слово. Да, и я так думаю, что происходит? Почему? Неужели действительно это прям так круто? Ну, а потом я прочитала и увидела, кто придумал и создал этот бренд в целом. Это сестра Huda Beauty. Кто не знает, Huda Beauty это самый главный такой на ютубе блогер, которая, ну она изначально была достаточно состоятельная женщина, а стала она просто миллионершей, когда запустила свою косметическую линейку. Она у нас представлена в Эльдебатте, Сефоре. Ну, Huda Beauty это человек, это компания, которая знает все про продвижение на ютубе. Поэтому я думаю, что это была огромная акция по работе с блогерами, которые активно продвигали и продвигают этот бренд и конкретно вот эту ваниль. Значит, сам аромат, он позиционируется как аромат, который вы можете добавлять в какие-то парфюмы, где вам не хватило вот этой вот ноты ванили. И в целом вся линейка, она безумно популярна еще и потому, что вот они сделали хитро. Они все свои флаконы сделали одинаковыми, то есть такая немножко игра в нишу, да, когда сейчас покупатель не хочет какую-то очень красивую, там, мудреную упаковку, нет, все хотят вот эти вот одинаковые баночки с такой вот наклеечкой, простенько, ну, вроде как и ниша, да, ну, я немножко утрирую, но думаю, понятно, что я хочу сказать. У них очень популярные ароматы именно вот с точки зрения названия и компонента. Например, у них есть черри. Кстати, я слушала этот аромат. Он действительно очень похож на Tom Ford Cherry. Действительно похоже. Мускус, перец. Там сейчас у них вышел аромат с яблоком. И аромат вот этот конкретно, он распродан везде. Из-за вот такого повышенного хайпа, из-за такого повышенного спроса. И даже мои некоторые друзья, кто живут за границей, я их спрашивала, они ходили специально, большое спасибо, кстати, в Сефоры местные, его нет нигде. И он периодически появляется, и все его бегут покупать. Ну, как вы видите, все сделано очень круто и профессионально. Кстати, Сефора запустила тоже свои ароматы, называется «Это не пить». У них тоже есть ванильный аромат, и он тоже везде распродан, его тоже нигде не купить. Так, теперь по поводу самого аромата. То есть эта ваниль, она мне немного напоминает Van Cleef, тоже вот их орхидея ваниль, но, наверное, в большей степени он похож для меня на аромат, я подпишу его название. Он мне пахнет ванилью, конечно же, да, она здесь не кондитерская, и она немножко такая смоленистая.
И для меня она алкогольная. То есть вот если представить себе алкогольный коктейль с ванилью, то вот, это прям вот алкогольная такая ваниль. У него достаточно сильная стойкость, на мне, по крайней мере. То есть это я прям несколько часов прям чувствую, ты так вот повернешься, вдруг раз, это вот ваниль такая пошла. Я просто уверена, что как только он появится у нас на полках, вы увидите огромное количество обзоров на этот аромат. Они, в принципе, уже есть сейчас, но их не так много. На мой взгляд, все-таки немножко так он чуть-чуть переоценен. Все-таки ванильных ароматов много, и еще будет во многом зависеть то, сколько он будет стоить. Да? То есть если у нас, как обычно, там аромат стоит там, в районе 100 евро, а он у нас будет стоить 350, ну, не знаю, я бы такие деньги, конечно, за него не отдала. Но, тем не менее, мне удалось его купить, и рада, что он теперь есть у меня в моей коллекции. Так что добро пожаловать. Следующий парфюм, который хочу показать, называется Vanilla Planifolia от бренда Chloe из их коллекции Atelier de Fleur. Кстати, посмотрите, какая у него крышечка. Она немножко такая шершавая, не знаю, видно, камера передает. Когда этот аромат начнут подделывать, а мне почему-то кажется, что его начнут подделывать. Я вообще сегодня делаю много таких самонадеянных парфюмерных прогнозов, но у меня сегодня такое настроение. Значит, почему я думаю, что его будут подделывать? Потому что этот аромат сделал Квентин Биш, это во-первых. Когда я его покупала, я этого не знала. Мне просто он очень понравился, я в буквальном смысле на последние деньги его купила в аэропорту в Стамбуле. Значит, сам аромат, он, конечно же, про ваниль, но это такая более утонченная ваниль. Я сегодня даже им прям так вот набрызгаюсь специально. Ох, хорошо пахнет. Это ваниль и зеленый лук. Причем зеленый лук, наверное, в меньшей степени с цветами. Скорее здесь такие прям вот конкретно такие зеленые, очень свежие ноты. У меня он ассоциируется с очень такими утонченными женщинами, типа Майи Плисецкой, Вертинской, или даже вот из современников мне нравится Надежда Стрелец, вот она такая тоже очень утонченная, на мой взгляд, вот такой аромат она, мне кажется, бы носила. Ну, не знаю, почему-то у меня вот с ней ассоциации. По поводу стоимости, значит, он стоил что-то в районе 116 евро, а когда я зашла на сайт Рандеву, который я, кстати, очень люблю, и я там много чего покупаю, но там его не было в наличии, и стоимость была заявлена в районе, внимание, 29 тысяч рублей. Я такая думаю, ну это 420 долларов, то есть это стоит в 4 раза дороже, чем продается, там, например, в аэропорту. Я думаю, что за 420 долларов никто это покупать не будет, поэтому, наверное, нужно подождать. По поводу его раскрытия. У него остается очень такой нежный, изящный, такой ванильный подтон, но вот эта свежесть, она никуда не девается. Я бы сказала, что он очень такой благородный и свежий, такой чувственный, очень женственный, очень приятный. Одежда от него пахнет просто изумительно. Это такая очень такая свежезеленая ваниль. Вот есть, кстати, вот эти плантации ванильные, вот мне кажется, там так пахнет. Следующий парфюм, это парфюм, который называется Red Vanilla от бренда Zara. Вот он, очень тяжелый такой, прям, знаете, булыжник практически. Сам аромат, мне он пахнет таким фруктовым пирожным с ванильным кремом. Он, конечно же, совершенно не стойкий. Это такая очень частая особенность ароматов от Zara, как я поняла. И для того, чтобы его почувствовать, им в буквальном смысле нужно поливаться. Но, не знаю, вот на коже он действительно не стойкий для меня. Но, например, вот я им шарф побрызгала, а шарфа пахнет очень долго. Он при раскрытии все-таки для меня сначала такой фруктовый, а потом уже ванильный. Я считаю, что за свою стоимость это прекрасный вообще вариант, и это отличный подарок, потому что сейчас начнется время трат новогодних, и его Zara продает еще в комбинации с другими ароматами. У него есть и мини-версии. Я бы сказала, что он очень позитивный, не приторный. Это вообще первый мой аромат от Zara, и в целом я им очень довольна. Хорошая история, когда нужно что-то каждодневное. В общем, Red Vanilla мне очень понравился, буду активно пользоваться, тем более, что он достаточно экономичный, потому что я им прям так, ну, дома полилась, как так основательно, но он, вот, видите, вот. И мне очень нравится, что очень такой он тяжелый, прям увесистый, мне это очень нравится. Следующий аромат, это аромат Bea Vanilla от Victoria's Secret.
Ну, это, конечно же, не духи, не туалетная вода, это просто замечательная ваниль, которая пахнет ванилью и кашемиром. Я очень люблю всевозможные такие вот спреи для тела, я им пользуюсь очень часто. На этот аромат очень много подделок, и поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Я видела, что, по-моему, где-то на Wildberries или на Озоне писала девушка, что у нее пошла прям аллергия. В Victoria's Secret огромная линейка этих ароматов. Мне показалось, что в этот раз их стало еще больше. Единственное, что вот конкретно в Стамбуле их не совсем выгодно покупать, потому что ценник там совершенно какой-то безумный на них. Значит, я хотела найти альтернативу в моем любимом Bath and Body, но там не было вот этого их ванильного аромата. У них тоже есть шикарный совершенно ванильный спрей. Не было. В общем, по поводу вот этого аромата. Он очень сливочный, очень сладкий, очень ванильный. Просто ваниль такая вот в квадрате. Очень хорошее настроение. И вечером подушиться, и дома, и волосы. Вот, например, если хотите побрызгать, вообще изумительно просто пахнет. Брызгом, смотрите, он распыляется очень хорошо, кстати. Вот видите, прям. Если бы он еще стоил бы чуть подешевле, вообще было бы идеально. Вот именно как продукт, который используется для тела, вообще шикарно просто. Мне очень нравится. Чем-то он похож на Vanilla Apricot, который я показывала в своем видео. У них есть похожая направленность, но этот будет, наверное, менее стойкий, конечно, просто потому что концентрация здесь такая. В общем, если вы любите. И его, кстати, тоже можно сочетать. Я видела, что женщины часто его сочетают, в том числе с молекулой. Представляете? То есть наносите сначала молекулу, а потом вот этот спрей. Ну, не знаю, я не пробовала еще, попробую, обязательно вам расскажу. Так что вот, Victoria's Secret Bea Vanilla. На этом у меня все. В следующем видео я покажу вам свой поход в бутик Нишаны в Стамбуле. Посмотрим с вами стоимости, парфюмы, расскажу, что я купила. Поэтому большое вам спасибо за просмотр и всего вам самого хорошего.